Этот год был силен не только на крутые игры, но и на игровые саундтреки. Дабы освежить вашу память, напомню, платиновая нота вручается отдельно за весь саундтрек в целом и за отдельный сингл. Ведь иногда в играх бывает довольно солидный ост целиком, то ты можешь спокойно запустить и слушать не останавливаясь. Но при этом в игре может оказаться нереально хороший одиночный трек, что сильно возвышает момент, несмотря на то, что обычно саундтрек не сильно блещет и тебе трудно вспомнить что-то еще из музыки, что была в игре. А бывает так, что в одной игре есть и то, и другое. Хороший композитор вполне реально может быть хорош во всем. С каждой прошедшей платиновой нотой я все лучше выстраиваю картину того, каким именно хочу видеть лучшие игровые саундтреки. Поэтому в этот раз я буду чуть строже и отчетливее в своем выборе. Первым делом хочу акцентировать внимание на том, что здесь речь идет именно о игровых саундтреках. Поэтому первыми выпадающими из гонки за платиновую ноту у меня уходят игры, у которых хоть и довольно шикарная музыка, но акцент делается на лицензированной музыке, нежели на оригинальном саундтреке, который мог бы быть сконструирован спецом для игры. Хорошим примером, хоть и довольно ироничным, будет одна из самых музыкальных игр этого года Hi-Fi Rush. Саму игру я обожаю, но количество лицензированной музыки в ней настолько велико, что даже на страстно любимой мной Game Awards награду за музыку там в качестве номинанта был выдвинут саунд-директор, когда у всех остальных игр в номинантах были композиторы. Так что прости Hi-Fi Rush, возможно в других итоговых видео года тебе повезет больше. Помимо Hi-Fi Rush, ради более хорошего спектра по примерам, это также относится ко многим ритм-играм, что просто позволяет сыграть в уже существующие песни и музыкальные треки, когда в то же время есть игры вроде Everhood, которые вроде бы тоже ритм-игры, но хорошенько вплетают свой оригинальный саундтрек. Еще момент, почему я хочу сосредоточиться на слове «игровой». Порой требуется определенное мастерство, чтобы сделать музыку неотделимой частью процесса. Да, можно сделать огромное количество хорошей музыки, технически засунуть эту музыку в игру, но потом получается так, что она существует почти что отдельно от процесса и прямой ассоциации со временем не будет. И мне жаль это говорить, потому что, как и Hi-Fi Rush, я обожаю эту игру, но музыка в Lies of P страдает именно из-за этого. Почти все заметные треки, что есть в игре, а почти все они хороши и обворожительны, были списаны на прослушку на базе. Весь игровой аспект сводится лишь к поиску и получению пластинок, чтобы потом получить за них незримые очки человечности. Очень обидный случай, но самая классная музыка в Lies of P существует практически в отрезанном от всего остального игрового пространства. Также, думаю, стоит упомянуть те игры, где музыка довольно хороша, но не поборется даже за номинацию, ведь участники в этом году не щадят никого. У Sea of Stars очень хороший саундтрек. За большую часть отвечает Эрик Браун, композитор их первой знаменитой игры The Messenger. А среди гостевых Винсент Джонс и сам Ясунори Мицуда, легендарный композитор многих достойных JRPG. Однако мне этого не хватило в этом году. Один конкретный трек понравился мне достаточно, что я возвращался в локацию, где он звучит, но думаю это лишь потому, что у меня предвзятое хорошее отношение к синтвейву. Трек называется Starline on Assembly Line с авторством Эрика Брауна. Еще одна инди, но уже менее заметная, Gravity Circuit, подарила приятные нотки ностальгии по серии Mega Man не только геймплеем, но и музыкой, за что стоит поблагодарить композитора по имени Доминик Нинмарк. Ну и иногда даже вполне впечатляющий саундтрек может быть загублен его чрезмерным применением. Такое бывало во всяких старых RPG, где боевая тема не меняется почти все 100 часов. В таких случаях, чем ярче элементы музыки, тем быстрее они приедаются. Эта судьба не избежала Baldur's Gate 3, ибо клянусь, если еще раз услышу Down, down, down the river, или их боевую тему, ну вы знаете, которая вся такая о да-ба-да-би, ба-да-ба-ба-ба-ба, то я клянусь, я брошусь на ближайшего человека. Вообще, большинство заметных игр неплохо стрельнули своим саундтреком, но пора переходить к лучшим. Сперва по номинантам, а последним я объявлю победителя, получившего платиновую ноту. И прошу помнить, я ни хрена на самом деле не разбираюсь в музыке, просто перечисляю, что понравилось в году больше всего и почему. Сперва по номинантам, что отличились в году за счет своего саундтрека в целом. Laika Aged Through Blood, композитор Бейколи. Большинство композиций имеют вокал и звучат потрясающе. Если бы я выдавал награды номинантам, Laika бы получила больше всего напоминать стиль Даррен Корба. Только сравните Whisper из начала Лайки и The Spine из Транзистора.
Почему только номинант? Потому что почти та же самая проблема, которую описал в Lies of P. Музыка здесь слишком сильно воспринимается как отдельная сущность. Дают проигрыватель или слушай кассеты. Притом только в хаб-локациях, когда в ключевых местах чаще всего идет неприметный эмбиент, который не цепляет. Лайка по Осту все же стала номинантом, поскольку ты все-таки носишь музыку с собой, и после боссов порой все-таки играют эти самые вкусные треки во время катсцен, дополняя картину происходящего, чем и заработала номинацию как игровой саундтрек. Master Detective Archive Raincoat. Музыка в этой игре произведена на свет проверенным композитором Масафуми Такадой, который работал над God Hand, No More Heroes и самое главное над Danganronpa, поскольку саундтрек Raincoat напомнит именно о ней. Если бы выдавал награды номинантам, то Raincoat получил бы звание Мастер Чила. В определенные моменты игры я словно возносился на иной план, что идеально подходило для игры, где важно суметь собрать мысли в кучу. Почему только номинант? Ну тут надо просто смириться, что конкуренты соседи уж больно сильны в сравнении, плюс стиль Данганронпа уж слишком угадывается. Может, в этом и была задумка, но местами есть налет вторичности. Final Fantasy 16. Масайоши Сакен – отличный композитор. Этот гений радовал мои уши еще с 14-й онлайновой финалки, и здесь он тоже не подвел. Даже уже знакомые треки вроде прелюдий он переделал как следует. И внедрял он саундтрек в игру тоже отлично. Например, в бою Шивы против Титана ты будто слышишь обоих. Если бы я давал награды номинантам, то присудил бы Final Fantasy XVI золотой стандарт саундтрека дорогой игры. Но не победный этот саундтрек для меня исключительно из-за того, что я хорошо знаю, на что способен композитор, и слышал, что он может гораздо круче. Здесь все же прослеживается более сейфовая тенденция, когда самый огонь и смак остался в Final Fantasy XIV. Armored Core 6 Fires of Rubicon. Кото Хашино вновь пришел с саундтреком для Armored Core. Если бы я выдавал награду номинантам, то Armored Core 6 получил бы ни хрена себе у Коты Хашино из Frequency, наконец, осмысленная лирика в песнях. Видите ли, часто в текстах его песен творится сплошной нонсенс. Но в этот раз даже над этим была проведена работа, и не только крутыми вокальными треками может гордиться шестая часть, полно также шикарных или заметных эмбиент мотивов и менее привычных тем для Armored Core в целом.
Впрочем, и традиции не забыты. Здесь Ост номинант сугубо из-за того, что следующие два саундтрека произвели еще большее впечатление. Pizza Tower. Здесь целая банда из композиторов. Класки Джита, Ронан де Кастель и Потс Элвис. В этой мелкой инди набралось более 3 часов самого изобретательного саундтрека этого года. Он также потрясающе вплетен в геймплей и отражает настроение каждого уровня на 100%. Например, на уровне «Война» даже слышно марширование солдат. Если бы я давал награды номинантам, Pizza Tower получила бы самый необычный саундтрек года. Но все же Pizza Tower не смогла вырвать победу у того, кто все-таки заслужил от меня платиновую ноту. Octopath Traveler 2. Композитор Ясунори Нишики не просто смог сделать так же хорошо, как в Octopath 1, он превзошел сам себя. Переделанная главная тема нереально хороша, притом почти у всех треков, включая заглавную тему, есть дневная и ночная вариация. Но лучше всего удались темы персонажей, тех самых 8 путешественников, притом герои и их музыкальные темы настолько переплетены между собой, что вы можете без ошибки определить, кому какая музыкальная композиция принадлежит, тупо зная, что из себя эти персонажи представляют. Вот хороший пример. Это Теминос, жрец-инквизитор. После смерти верховного жреца отправляется проводить расследование аки Шерлок Холмс, чтобы найти виновного. А тут у нас Хикари, принц королевства под восточную тематику, сам, разумеется, вылитый самурай и борется за прекращение войны. А теперь послушайте 2 трека и скажите мне, кому какой принадлежит. Думаю, музыка говорит сама за себя. Но постойте, их темы имеют и боевую вариацию при столкновении с ключевыми боссами их историй. Добавим к этому еще тот факт, что тут куча разных боевых тем, и в принципе, как для рядовых энкаунтеров, так и для боссов, мы получаем саундтрек для долгой РПГ, который умудряется не приедаться. Саундтрек Octopath 2 — это музыкальная мега-бомба, радиус поражения которой настолько велик, что вам от нее не убежать и не спрятаться, если начнете слушать. Истинный обладатель платиновой ноты за Ост. Пора перейти к синглам, и картина тут немного меняется. Ведь список номинантов открывает тот, кто почти заработал награду за Ост. В Pizza Tower есть определенно знаковый трек, и он называется It's Pizza Time. В нем, считай, нет вокала, что уже отличный показатель, ведь обычно у меня как раз доминируют вокальные треки в сингл-категории. Сам трек беспредельно многогранный, играет в конце каждого уровня и ни в коем случае не надоедает. Он вызывает идеальное чувство паники и побуждает игрока наращивать огромный темп. А еще у него есть вариация, что играть, если вы достаточно наглы, чтобы пойти на второй круг по всему уровню снова. И для меня они неотделимы.
Как этот трек отражается в геймплее? Сам трек начинается с того, что с вами здоровается главный злодей игры. Что будет преследовать вас, если вы не сбежите вовремя? А в заключающем сегменте трека музыка набирает еще больше темпа и градус паники, так как в этот момент у вас заканчивается время на побег. Armored Core 6 тоже силен не только на музыку в целом, но и на отдельные сильные треки. Лучшим я считаю Steel Haze Rusted Pride, хотя Stargazer тоже силен в моих глазах. Почему все-таки Steel Haze из этих двоих? На мой взгляд, он лучше вплетен в игру, так как вокальная версия, то есть полная версия, играет, когда Расти рассекречивает себя как участник Фронта Освобождения, что выдает и текст вокала, что гораздо лучше переплетает трек с происходящим в игре, нежели просто этакая завершающая тема Stargazer. Octopus Traveler 2 может и победил в Worst категории, но оставит свой след и в синглах. Главный запоминающийся трек для меня был Song of Hope, что по совместительству главная тема танцовщицы Агнеи. Как песня вплетена в игру? Да запросто, сочинение данной песни – главная цель истории Агнеи в принципе, а когда дело доходит до ее финальной схватки, вы получаете ее как способность. Отличная кульминация, которая намертво повязала музыку и игру. Уступить подобный шедевр мог только нашему победителю. From what I've gathered, you grew up nice and sheltered with mama's pretty stories and your own made-up fury. And mama gave me a magic clicker. Well, yes, I think it's true and fair to say. Alan Wake 2, притом я могу спокойно выдать награду за сингл как Herald of Darkness, так и за Dark Ocean Summoning. Благо, они в одной игре и толком страдать не придется. Как они вплетены в игру? Еще откровеннее, чем все остальные конкуренты, вплели свои музыкальные треки. Herald of Darkness, по сути, целая, мать его, неотделимая часть уровня и рекапает события до второго Alan Wake'а. Когда же Dark Ocean Summoning — это песня, которую буквально за полчаса сочиняют перед одним из финальных сегментов игры персонажи этой самой игры. Когда те, кто это делает, по сути и есть группа Old Gods of Asgard, что образовалась спецом для игр Remedy и по большей части состоит из группы Poets of the Fall. Оба трека настолько жестко переплетены с игрой, что мне уже кажется, ради них и делали Alan Wake 2. Заслуженная платиновая нота за сингл. На этом платиновая нота 2023 года заканчивается. Увидимся с вами на других итоговых видео, а пока наслаждайтесь музыкой, хардкорщики.